Ребята, добрый день. Вернее, утро. Сегодня тренировка плеч с гантелями. Гантели у меня сегодня по 17,5 килограмм. Так, я сделаю 11 раз. По тренировке груди было ко мне очень много предложений по тому, как лучше тренировать грудь. В том числе, допустим, по жиму. Ребята сказали, что лучше не использовать так называемый обезьяний жим, когда большой палец не обхватывает штангу, а находится вот так, таким образом открытый. А я об этом ничего не знал, я просто видел, как тренируется Арнольд или там Хёрн. Видел, что у них полностью они не сжимают руки. То есть большой палец не обхватывает штангу. Оказалось, что этот хват еще называется хватом самоубийцы. Что, оказывается, были случаи, когда атлеты роняли себе штангу на грудь и их прижимало штангой. Конечно, у меня не такой вес, у меня вес не 200, не 300 килограмм, как жмут другие. Но, тем не менее, спасибо. Я благодарю тех, кто написал мне об этом. Я это учел, разобрался. Теперь буду полностью обхватывать гриф штанги рукой, тем более, что я же тренируюсь без корректоров, без помощников, тренируюсь сам. Так, сейчас я посмотрю, хорошо ли закреплена спинка. Может быть, нужно ее поднять еще. Вот так. Да, пусть спинка будет еще более вертикально поднята. Я вижу, что для тренировки плеч у меня 17 килограмм, это мне мало, такие гантели. Но я себе еще заказал, у меня уже пришли с Озона 4 круга по 5 килограмм, плюс еще заказал себе 4 круга по 2,5 килограмма и 4 и также еще по 0,75 килограмм. Потому что по 2,5 килограмма 4 штуки у меня есть. Так, следующий подход. Так, сделал 10 раз. Ребята, пишите, как я правильно, нет, делаю жим гантелей или нет. Может, их надо разворачивать. Вначале нужно жать так, а потом вот так. То есть, как лучше, с разворотом, без разворота. Вот следующий, третий подход я буду делать с разворотом. Посмотрим, как у меня получится. А вы, конечно, напишите мне, как мне лучше делать. Многое то, что мне написали, я учел, понял, во многом разобрался. Интересно, что
когда я тренировался в зале, мне никто ничего не говорил об этом. То есть получается, что отдача больше, когда я тренируюсь дома, и мне люди больше пишут, больше дают советов. И раньше мне никто ничего не говорил. Мы учились как? По книге Арнольда. По книге Арнольда я ее читал, когда мне было там 18 лет. В 18 лет я начал заниматься штангой, гантелями. Ну, после того, как я закончил свою боксерскую карьеру. Мне было недолго, там 3 года. Ну, потом я понял, что мне это не надо, просто я научился драться. Потом еще рукопашкой занимался, чтобы тренировать немного ноги. Но мне это нужно, скорее было всего, познать для самообороны, а так для самого себя мне, конечно, лучше вот такая вот тяжелая атлетика, ну, на любительском уровне, но бодибилдинг. По сути дела, я это делаю для строительства тела. Так, следующий подход, 3-й. Сейчас я буду делать разворот. Ну что, вот сделал эти подходы 9 раз. Но я вижу, что проработка по ощущениям плеч идет лучше. Так, я пью воду с коралловым кальцием. Начал пить с мая этого года. То есть вот уже декабрь. Коралловый кальций плюс пентакан мне помогает для энергии. Получается, что с коралловым кальцием, пентаканом и H-500 там у меня получается, что pH, наверное, около 8. Ну и заряд воды минус, я так полагаю, 200 милливольт. Ну все это помогает мне в моей жизни. Я считаю, что это придает мне дополнительную энергию. Так, 4-й подход. Раз. Так, сделаю 5-й и буду делать разводку гантелей. Потом посмотрите, как мне лучше делать ее. Правильно я делаю, неправильно. Ну и, соответственно, жимы вверх. Правильно, неправильно. Напишите мне, кто что думает о моих жимах вверх. Мне очень важно мнение моих подписчиков и гостей моего канала. Пишите, я отношусь с вниманием к каждому комментарию, каждый комментарий. Я отвечаю на каждый комментарий, думаю над каждым комментарием. Мне это важно. То есть есть люди, которые относятся к тем, кто все знает. Нет, мне 54 года, я понимаю, что я знаю далеко не все. И, наверное, мало что я знаю.
Так что, ребята, пишите. Буду рад каждому вашему комментарию, каждому вашему мнению. Буду обдумывать его. Так, последний подход. Ну что, пора уже сделать гантель поменьше, буду делать разводку. Сейчас я поменяю, сниму часть кругов. 11 килограмм. Мне делали замечание, что нечистая техника. Буду стараться уменьшать вес, но делать технику чистой. Ну вот, сделал 11 раз разводку плеч. Первый подход. Думаю, сделаю еще 3 подхода или 4. Посмотрим по моему самочувствию. Но уже я чувствую, что плечи повышили нагрузку. Так, водички попью для пампа. Кстати, прочел, что нужно полчаса для того, чтобы организм принял воду и уже направил ее на работу на клеточном уровне. Организму нужно на это полчаса. Наверное, я много пил воды сразу же за один раз, но просто сейчас жажда. Хочется пить. Поначалу я встал, пить не хотелось совершенно. Потому что сегодня утренняя тренировка. Вот там какой-то третий подход, да, 10 раз сделал. Сейчас в куб и не хочется идти. Почему? Потому что я там в основном молчу. Ну да, здоровый за руку, но разговоров мало. А здесь я могу говорить сколько угодно. Никто меня не прерывает. Есть еще и слушатели. То есть те, кто слушает меня и дают комментарии, дают советы.
за что я очень благодарен как подписчикам моим, так и гостям моего канала. Давайте, ребята, вместе становиться здоровыми и богатыми. Каким образом здоровыми? Я думаю, что выполнять концепцию здоровья. В этом концепции здоровья заложено 4 последовательных шага. Первое – это напоить клетки организма. Второе – очистить их. Третье – накормить всеми полезными веществами. Четвертое – защитить оксидантами. Ну, что я из этого сделал? Прошел очистку, начал пить воду, пью ее вот с мая. Подготовленную воду – это первый шаг. Подготовленную воду с отрицательным зарядом, минус 200 милливольт, и pH около 8 у меня вода. Ну и сделал 3 последовательных очисток организма. Первое – это токсинов, детокс плюс. Второе – это парашют. Вот паразитов. Признаков паразитов у меня не было. Но тем не менее могут в организме образовываться различные токсины, различные простейшие грибы, потому что все передается. Мы же мужики, жмем друг другу руки, кто как знает, кто какой. Считается, если ты раз в полгода проходишь очистку, это не скажется на твоем организме. Они не успеют расплодиться так сильно, что будут мешать организму. А токсины мы потребляем везде. Даже там моем руки уже мы зачастую используем не экологически чистые продукты, или там под мышками мы там защищаемся от пота. Оттуда могут идти токсины, то что может быть. Та защита от пота, она не экологически чистая. И плюс то, что мы перекрываем свои потовые железы, тоже здесь минус. Так что лучше очиститься от этого всего. И плюс прошел самая такая главная, это очистка кислорода плюс. Ребята, было тяжело проходить, честно. Особенно в период, когда перестаешь есть. Но считается тяжело это сейчас, потому что у меня организм был слишком засорен. После особенно 3, так сказать, коронавирусов. Так что, в принципе, все шаги я сделал. Первый шаг – гидратация, второй – очистка, третий шаг. Потребляю все необходимые витамины, минералы, соответственно, белок потребляю и омегу-3, жирные, полиненасыщенные аминокислоты. В обязательном порядке. Так, следующий подход.
Еще будет серия у меня также упражнений, выйдет на английском языке. Для чего это мне нужно? Ну, английский язык мне нравится. Я в свое время изучал его в британском совете с англичанами. То есть это с теми людьми, которые не знают русского языка. Я 2 года с ними учу английский язык, и там преподаватель английского сказал, что англичанин Эндрю мне сказал так, что тебе нужно 3 года. Он на английском мне говорил, я все отлично понял, тебе нужно 3 года изолироваться от русскоязычных, чтобы ты разговаривал полностью дома и на работе полностью на английском языке с англоязычными людьми. Тогда твой английский будет шикарный. Your English will be perfect. И я понимаю, что русская, российская среда, она не дает возможности разговаривать на английском языке. Я даже летал на Кипр, подошел официант, сказал, что он по-русски не разговаривает, только на английском языке. Стал я с ним разговаривать на английском языке, так как нас учили, сжимая отдельные слова, говоря быстро. И что вы думаете? Он перешел на русский язык. Что меня расстроило. Дошел там к другим людям, стал разговаривать на английском языке. Думал, точно не русскоязычные. На что мне говорят: не мучайся, говори по-русски. В общем, у нас такое закрытое пространство, что на английском языке с людьми невозможно говорить. Они тоже переходят на русский. Даже я записался на курс английского языка, где по договоренности все должны говорить на английском языке. Ну и что вы думаете? Я к одному позвонил, второму, и человек позвонил. Начали на английском, потом все хотят продолжить на русском языке. То есть люди не соблюдают эти правила, все равно переходят на русский и бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все говорят на русском языке. Так, следующий. Я думаю, что сейчас эти упражнения у меня закончены. Я буду еще делать вперед сейчас. Это точно надо. Передние плечи. Передние мышцы плеч. Вот сделал. Передние мышцы плеч, как они называются, да, вот они вот здесь. Потом напишите мне. Дельта, наверное. Я потом посмотрю в интернете. Так. Ну что? Мышцы плеч прорабатываются хорошо. Да, напишите, вы пьете во время тренировки, как помогает пампингу, нет? Ну, по пампингу вы можете посмотреть, у меня есть на шорте, я уже снимался там. Сейчас пока не буду, нет желания. Я выкладывал, как я сзади. Там снимался на пампинге, конечно, это все
задние мышцы прокачать. Я вообще маленькие гантельки возьму, у меня есть 6 килограмм. С ними потренируюсь, наверное. Все для того, чтобы была хорошая техника. Камеру наклоню, чтобы видно было меня. А вы посмотрите на мою технику, скажете, хорошо, нет. Что-то мне даже, я так думаю, что мне их много. Может вообще взять вот такие карпуши, у меня есть там по килограмму. Следующий подход, сейчас попробуем вообще по килограмму взять. Нет, 2 кило. 2 кило. Я с такими бегаю по улице, боксирую. А может быть, мне на задние мышцы нужны они. Напишите, как, что вы там думаете. Ну, сейчас. Я сейчас одну, пока отдыхает плечи. Напишите, что думаете. Сегодня еще шею буду тренировать. У меня там в шорте, а вы уже как шею тренировать. Ну, я думаю, что сейчас я в этом видео напишу, покажу. Пусть будет полное видео по тренировке. Не только Смаев может выпускать видео, но и такие люди умственного труда. Такие аудиторы, бухгалтеры, МЛМщики. Давай с 2 килограммовыми. Я вижу, там в экране не проглядываются гантельки. Вот они, вот такие вот. 2 вот такие. 2-килограммовые. Я с ними бегаю на пробежке. И так еще боксирую. Напишите, что вы думаете об этом. Нормально это, нет? Так бежать и боксировать 2-килограммовыми гантельками. Чтобы слишком легко не было. Сколько я бегаю, да? Ну, во-первых, я иду метров 300 к парку, а там 3,5 километра. Пробежка.
начал недавно. Ну, я вообще в молодости бегал. Там, начиная с 15 лет до 25 лет я бегал каждый день по 3,5 километра. Вначале по 3,5, потом стал по 6 бегать. 6-7 километров. Причем на максимальной скорости уже бегал. Мне это было нормально. Такая максимальная скорость. Быстро довольно-таки. Как одышки не было. Ну, естественно, когда начинал, это было не просто там, да, то есть вначале начинал задыхаться, но потом постепенно все пришло в норму. Сейчас я где-то, ну, могу бежать где-то километра 1,5, потом иду, потом еще 1,5 бегу. Ну, так, таким образом. Напишите, что думаете об этом. Так, опять беру вот эти маленькие гантельки, делаю разводки. Напишите правильно. Еще надо выше. Теперь возьму побольше вот эти 6-килограммовые, вот такие, наверное, у каждого есть имя. Ну вот, в принципе, тренировка плечей закончена. Сейчас я потренирую шею, посмотрите, как я тренирую шею. Снимаю тренировку шеи. Теперь тренируем бок. Правый бок. Так. Задняя часть шеи. Следующий подход. Передняя часть шеи. Передняя часть шеи. Все. Тренировка закончена. Сегодня я тренировал плечи, среднюю часть, переднюю часть плеч, заднюю часть. А теперь я потренировал шею. Думаю, что на сегодня все. Но еще будет пробежка 3,5 километра. Ну, естественно, по питанию я рассказываю так, что 3 раза ем. Завтрак, обед, ужин, там все с белком. И 3 раза пью еще коктейль между ними. Коктейльный коктейль.
Ну и плюс еще употребляю аминокислоты, противите. Так что фармой не увлекаюсь, но БАДами да. Ставлю все на БАДы, проверяю, как они будут работать на меня. Пока работают отлично, как я считаю. Результат есть, результат отличный. Все, давайте, ребята, пишите комментарии, буду отвечать на каждый комментарий. Ну, сегодня еще тренирую ноги. Так, со штангой я уже давно не тренировал ноги. Обычно я тренирую ноги в зале, на тренажере. Ну вот сейчас решил тренировать с малым весом. Здесь получается 46 килограмм. Но я не собираюсь массивные ноги делать. Мне этого не надо. Ну так, чисто с физкультурной точки зрения. Хотя вот на верхнюю часть пока я оставлю на сильное развитие. Ноги это так, чисто для поддержки мускулатуры ног. Они у меня и так большие, но все-таки я думаю, что требуют какой-то тренировки. Второй плох. Да, наверное, мне было не видно, что я поднял камеру, так чтобы было видно лицо. И сейчас нужно, когда буду делать третье упражнение, третий подход, тогда камеру наклоню. Так что сорян, ребята, сейчас вы увидите больше. Вот сейчас буду делать следующий подход. Посмотрите на мою технику ног. Правильно, неправильно. Для меня очень важно. Пишите.